Ребята, всем приветик, всем приветик. Мы только что с Жоркой выгулялись и вспомнила, что я же хотела сегодня пересадить парочку орхидей. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии под предыдущим видео о пересадке пенифа. Девчонки там мне пишут такие интересные комментарии, даже просят измерить самый длинный лист. Девочки, написала, ответила, самый длинный лист у орхидеи пениф, у фаленопсиса. У моего экземпляра, он молоденький экземпляр, где-то около 40 сантиметров. Я знаю, почему вы это спрашиваете. Вы, наверное, свое место на подоконнике анализируете. Есть желание прикупить этот сорт. Я понимаю. Жалко, что нельзя скрутить орхидеям листики трубочкой. Или там как-то их так вот, знаете, вот как у этих, например, таких бульбовых, как-то их немножечко подсобрать. Как у бульбовых. Кстати, Люда, большой привет. Людмила Сиропчик, канал в Германии. Говорит, смотрю они тебе регулярно, и увидела свою орхидею, которую она мне дарила, и ей стало приятно. Да, Люда жива, все нормально, с орхидеей все в порядке, я стараюсь. Девочки, у нас сейчас нет света, но до включения осталось полчаса. Тут моя вот красота висит. Ой, как я ее обожаю. И, в общем-то, я решила начать уже пересаживать. И я сегодня хочу пересадить в плагрон. Так как у нас предыдущее видео о пересадке было в галтованную кору и мох, вот этого красавца хочу в плагрон пересадить. И еще думаю, может быть, Микки Кроуна пересажу в плагрон. Ну, я, честно говоря, не знаю, мне надо посмотреть, есть ли у меня еще горшочки. Но горшочки должны быть, должны. В общем, сейчас будем разбирать этот мох. Пойдем сейчас в кухню. Там, конечно, у меня тарабанит инвертор. Уже нет света с 9:30 утра. 4:30 должны включить и до 8 вечера. Ну, вот такие вот времена у нас сейчас. Надеюсь, что все наладится. Там девчонки меня спрашивали, как вы определяете, в какой вид субстрата посадить орхидею. Ой, метод называется методом тыка. Я шучу, конечно. Дело в том, что если я вижу, что орхидея такая, знаете, мало корней какая-то, ну вот эту, в принципе, можно было бы посадить и в кору, и в плагрон, нет разницы. Вообще, в принципе, особо разницы нет. Я же поставила чай, девочки. У меня сегодня экзотика. Уже закипела, газ полил, вышел. Включаю свое аварийное освещение. Я хочу чаечек сделать. Сделаю чаечек, попью чаечек, пока горяченький. Потому что мы нагулялись с Жоркой. Пришли, конечно, покушали, я супа поела. У нас тучи собираются. Обещают что-то невероятное, обещают... Так я не поняла, на 12 число. На завтра получается. Сильный дождь. Но сегодня с утра был дождь, потом немножко перестал, просохло. Я взяла Жорика и пошла гулять. Ну, конечно, весь вымазался, девочки, такой грязный. Сейчас спит. Вот он. Посушить я его не могу, потому что нечем. Поэтому спит вот так вот. Так, ну я вот хочу, говорю, вот эту разобрать, красоту. У меня вообще много очень хочу. И я, вы знаете, хотела бы... Я вам показывала уже этого красавца. Он на цветоносе. Вот он. Им сейчас вообще катастрофически не хватает освещения. Буквально сколько. Вот я сегодня в 7 утра включила. Надо было мне раньше встать, потому что свет был с 2:30 ночи. У меня нету вот этого, знаете, там, где можно... Умные розетки, конечно. Вот в эту ситуацию умную розетку. В общем-то, я включила где-то в 6:30. Да, где-то так. И до 9:30. Сколько это часов? 3 часа. Ну и сейчас вот, если в 4:30 включат, до 8. Ну вот видите, ну максимум там 5-6 часов в сутки. А ночью, когда если оставлять ночью здесь свет, он нам мешает спать. У нас двери у ребят со стеклом. Надо вешать какое-то затенение, чтобы никому не мешало. Тогда получается, если плюс прибавить ночь, но все равно ерунда получается. Не подряд
там хотя бы 12 часов, но лучше, конечно, 14. А получается такие интервалы, прыжки, скачки, да. Света пару часов есть, меньше есть, чем нет. Короче, я вот думала его тоже перекинуть. У него растущий корень. Это мой Микки Кроун, который не Микки Кроун, который больше похож на Азиан Каран. Ну, я не знаю, может быть, только я пересажу вот этого метушного красавца. И еще мне бы хотелось, я вчера так просматривала, я видела в заказах наши любимые орхидеи, которые называются Greenwald Snake Skin. Какой маленький лист дала. Вообще не развивает его. Цветоноса нет. И вот она всю дорогу как-то чахнет. Я здесь сделала ей горшок двойной с проветриванием. Коринку поставила. Вот вроде корни есть, но что-то ей не нравится. Но они есть, девочки. Так покажу. Вот они там есть. Но вот, честно говоря, я так рассматриваю, уже одела даже очки. Вроде как, ну, сильно мелкая кора. И мне хочется, желается вытряхнуть ее. Видно, что из-за того, что с корнями все нехорошо, видите, какой лист? То есть корни там, наверное, испортились частично. Хотя вроде визуально есть, видны. Даже не знаю, что делать. Давайте мы ее тоже вытряхнем. Одну из первых. В общем, вытряхиваем. Сейчас я установлю здесь штатив. И будем вытряхивать эту красоту. Посмотрим, что у нее с корнями. Ой, так светит сильно. Мой этот приспособление мое. Моя лента. И, короче говоря, вытряхнем и посмотрим, что там будет. Правильно? Правильно, что гадать? Хотя вижу, и знаете, что характерно? Она корни новые, растит от шеи, молодец, но она их стелит по поверхности. Это плохой знак. Разъехались мои ноги, в смысле не мои, а ноги мои, 3 ноги. Разъехались. Так, а что нам будет так мешать? Да. Вот как раз пока свет не дали, у нас есть время позаниматься творчеством. Сейчас возьму свой разносик. Хочу вытряхнуть и отправлю ее в плагрон. Пускай она в плагроне растет. Это красота. Змеиная кожа. Она у меня цвела несколько сезонов. Умничка. Умничка. Девочки, у меня лаваре. Это мне захотелось 1001 ночь. Тут прям такие, слушайте, бутоны. Я не знаю, что это за бутоны. Розы какие-то. Конечно, ароматизатора напихали. Сейчас сделаю чаек. Все, кто себе сделал чаек, смачного вам. Надо быстренько попить. Не зря же я кипяточек делала. А, красота. Как вкусно пахнет. Сверху блюдце, пускай заваривается. Смакота. У меня уже шариков осталось немного совсем. Видно, что-то я увлеклась. Надо будет еще один мешочек заказать. Так, сейчас я возьму. Так, куда высыпать кору? Но мне кажется, что ей все-таки там некомфортно, девочки. Некомфортно. Хоть вроде корешки там и зелененькие, мне кажется, что слишком мелкая кора. И она прям не хочет, вот не хочет она свои корни. Она, вот смотрите, прям по поверхности их ложит. И она их туда внутрь не запускает.
Хотя, в принципе, в плагроне тоже такое бывает, в керамзите. Не знаю, сейчас посмотрю, что не так с корнями. Так, переключила камеру. Будем... Ой, что ж я воду сюда вылила? Ладно. Она прям влажная, я давно поливала. О, а здесь, боже, это, знаете, моя авторская посадка, которая уже, наверное... Боже, конечно, конечно. Этой посадке уже несколько лет. Смотрите, пеностекло, мха, немало так. Конечно, конечно, ей не нравится. И мне вот сейчас вообще это не нравится. Вот, смотрите, часть корней вообще. Вот это все усохло. Вот это все надо срезать. Так, девочки, давайте мы сейчас передвинемся, рассмотрим поближе. Вот сюда. Поближе к окошку. Да. Это вообще нехорошо. Сейчас я возьму этот секатор. Убираю здесь угощение. Чтобы вас не соблазнять. Мне тут ребята оставили 2 печенюшки. Вот смотрите. Вот причина всех ее бед. Это вот здесь часть корней просто скинула она. Просто скинула. Сейчас я их прям вот так вот и отрежу. Это уже не корни, это уже просто трапочки. И вот здесь вот тоже. Бедная моя. Сейчас она еще будет привыкать к новому субстрату. Но я думаю, к этому субстрату она быстро адаптируется. Здесь какой-то корень полуживой. Ответвление одно высохло. Часть корня сухая, часть корня нормальная. Ближе к поверхности я вижу прям веломен никакущий. Но дальше вроде нормально. То есть она стоит у меня и мокнет. Конечно, конечно. Вот здесь вот корень гниет. Прям вижу. Надо было это еще в прошлом году сделать. В общем, что уйдет, то уйдет. Вот этот я тоже обрежу. Обрезала. И вот видите, он плохой, а потом хороший. Но ничего. Вот здесь часть корня плохая. Ну вот все, что у нас осталось. Вот так вот, да? Не ахти. Но я думаю, вот эти новые, которые пошли, мы их заведем в субстрат, плагрончик, и они там, позабираю сейчас кору, и они там пойдут. Вот этот корень тоже плохущий. Плохой, но потом, ну не, он весь плохой. Я его тоже обрежу. Все равно сгниет в новом субстрате. Вот здесь часть корня веломен сгнил, потом более или менее, ну вот это не очень. Можно, короче, снять вот этот чулок, оставить только тяж. Тяж аж прям зелененький. Видите, нормально все. Тяж тоже может, так сказать, послужить еще. Вот здесь сухарик. Я его убираю. Вот это основание. Здесь корень тоже какой-то. Тут сухой, а здесь на краешке вроде живой. Ну ладно, оставлю. Сейчас я сполосну. Эти корни намочу, потому что они в растопырку, видите, в разные стороны топорщатся. Надо их намочить, а потом в горшочек и в плагрон. Вот этот корень с испорченным веломеном самый длинный. Я думаю, что я правильно сделаю, если я... А, вот я вижу, краешек еще плохой. Если я посажу ее... Я сняла веломен, вот так. Не обязательно всегда обрезать. Можно прощупать и снять то, что снимается. Правильно сделаю, если я посажу ее в неорганический компонент.
Посмотрим, как она будет расти. Вот она у меня, по-моему, 2 раза цвела. Видите, вот один цветонос и второй. Так, все иду намачиваю, это все убираю. Здесь выберу только пеностекло. По-моему, это уголь. Помою. Все остальное в ведро. Вот так вот. У меня уже рыбы тут замерзли. У них же вода подогревается в аквариуме. Ну вот, ночью, конечно, она греется, а сейчас, ну, в квартире 19,7. Ну, такое. Слушайте, включилась вспышка, хорошо, она сама как-то автоматически включается. Так, ну я тут выбираю куски угля и пеностекло из этой всей красоты. В общем, это, короче говоря, ей не нравилась посадка. Я где-то понимала это, но на самотек пустила. Уже был хороший бы классный куст, и были бы уже прекрасные результаты. Хотя в этом году с нашим состоянием электросетей не знаем, какая будет зима, и не знаем, что будет вообще с нашими графиками, будут ли они у нас, и что вообще будет, и сможем ли мы выращивать цветы где-то на стеллажах помимо подоконников. На подоконниках нормально. Фаленопсисы для подоконников, они предназначены, как бы вандам маловато освещения, а вот на фаленопсисов нормально, достаточно освещения на обычном подоконнике. Солнышко выглянуло. С моря шли такие огромные тучи свинцовые. Ну, что-то... Хотя вот там видно, да. Обещают же дождь. Ждем-с. Так, девочки, чай допит. Орхидея замочена. Думаю, достаточно ей столько времени. Я думала вот сначала, что посадить вот в ее же горшок двойной. Потом думаю, а как я буду, это каждый раз заливать надо. Может, лучше вот в такой наливать водичку вниз. Но, кстати, эта система тоже такая себе. Начинается отсюда просачиваться вода. Но здесь как раз по корневой. Слушайте, такие прям эластичные стали корешки. Мне девчонки писали вчера, Аня, под предыдущим видео с пересадкой. Что ты не мочишь корни орхидеи, чтобы филамент был податливый? Да я, бывает, не то что забываю, ну, не всегда, короче говоря, вот так, да, и засыплю. Не всегда охота мочить орхидею. Смотрю, субстракт еще такой влажный. Так, вот как тебя посадить, чтобы ты была красивая девочка. Так, сейчас, девчонки, я шарики промою. Насыплю в горшок теплой водой, промою. Сейчас Жорик прибежит. Он очень любит это дело. Ну, стоп, стоп. У меня там горшочек. Я там горшочек. Я с его помощью промывала. Сейчас решила в другом промыть. Короче, надо еще заказывать шарики. Видите, какая вода. Поэтому надо хорошо промывать. Но я вам скажу, даже в таких горшочках, в бусинках, в этом субстрате тоже неплохо растет. Только надо обязательно вносить удобрения. Ну, этого добра у нас хватает. Поэтому так. Ну, высолы вот на поверхности от удобрения остаются высолы. Видите, какой напор? Нету света, подкачка плохо работает или как, или вообще не работает с самотеком. Ну, на моем 10-м еще есть вода. Что там, ну, выше, я думаю, тоже есть. Но бывает так, что у меня еле-еле, так что и выше может и не быть. Так, надо ее покрутить.
в разные стороны. В разные стороны. Слушайте, сейчас бы сидела, скучала, а так видите, сколько дел. Сколько дел. Но мне кажется, она все, я ее хочу ее как-то поглубже усадить, там какой-то корень не дают. Давай, усаживайся, ее ж можно крутить. Вот, вот так вот. Все. Засыпаем. Проще простого. И вы знаете, чем хороша посадка вот в эти шарики, в флагрон, в керамзит, тем, что никакого ссора. Ой, это я рискую. Но сегодня на пол не покатится. Промыл себе. Вот в закрытой системе, конечно, не промоешь, а здесь можно вот этот поддончик отстегнуть и промыть. Что, мало? Я вижу, что мало. Надо еще помыть. Маловато будет. Как в том мультике, помните? Маловато будет. Еще мало. Девочки, как там у вас? Луцк, Житомир. У вас вроде свет не выключают. Напишите в комментариях, какие области выключают свет. У кого графики, а у кого нормально все. Мне сегодня знакомая сказала, что в Луцке свет есть, и вроде как в Житомире есть свет. Все нормально. А мы тут страдаем. Уверена, что есть зрители с тех областей северных. Отопление у них уже есть, но у нас просто теплее. У нас включают отопление, когда среднесуточное 8. У нас вот сегодня мы гуляли с Жоркой около 15 градусов. Поэтому мы ж юг. Ну, такая осень теплая, я не помню, давно не помню такой теплой осени. Обычно уже вот так вот 11-12 числа уже холодно в ноябре раньше было. А это прям тепло-тепло. Немножко липнет к рукам. Смотрите, как она села хорошо, как будто здесь и росла, да? Здорово. Ну, единственное, что она может начать делать, так это поливать, конечно, никто никого не будет, вы же понимаете. Керамзит мокрый, орхидеи, корни намочены. Вот, сейчас как раз дадут свет, и она начнет свой фотосинтез, но ненадолго, на пару часов. О, все. Жорка сегодня, кстати, тягал вот эти шарики. Где-то, кстати, он шарик у меня утащил. Даже не проснулся. Он сегодня так нагонялся. Мне не нравится, что со временем они потом начинают вот так наверх корни от шеи. И не туда, а вот так вот. Надо доставать, но это легко. Шарики, как бы, мне тут не нравится какой-то. Шарики сыпал, достал, больше горшок засадил, верхние корни спрятал. Я вам вчера показывала. Кто тут у меня так безобразно себя ведет? Ну вот попугай, видите? Сначала же, когда я его высаживала сюда, он же у меня вот так вот торчком не был. Ну вот корешки. А теперь вот так вот корни наверх. Видите, я не поливаю, потому что прохладно. Ну, надо уже открыть и помыть. Вот там вот внизу скапливается от удобрений всякая бяка. Вот этот корень тоже не факт, что пойдет наверх. В общем, и еще у меня есть одна орхидея, которая неизвестно как цветет. Была такая маленькая, ну, она росла, но, в общем, я ее пересадила тоже в флагрон, и она начала больше расти, сильнее. Сейчас покажу. Она у меня здесь среди хоечек. Вот она. Это Надя мне присылала. И там как-то кусочек мха у нее попал.
В общем, у нас здесь неплохо растет в таком же горшочке, в плагроне, и мох там. Видите, вот прям мох. Попала веточка мха. Наверное, на корнях она была. Я не вытащила. В общем-то, она цвести собралась. Я хоть узнаю, что это за орхидея. Думаю, какая-то особенная, сортовая. Ну, как-то она тяжело цветонос развивает. А тут возле Ваетти. Ну вот на плагрончике, вон вижу корешок. А то какая-то такая была, не шибко спешила расти. А в плагроне пошла. И листик вырастила. Нормально. Молодец. Насчет этой я еще буду думать. Может, ей действительно... у нее, смотрите, цветонос. Может, ей действительно тоже дать галтованную кору и живой мох, а не в плагрон садить. Все-таки тут, в принципе, нормально все. Я все-таки вот высаживаю в плагрон такие вот хромающие. Опять-таки девочки спрашивают, вот отвечаю, что те, которые... Так, Greenworld. Февраль 23 года. Это сюда. Вот те, которые себя показали с такой не очень стороны. Где она стояла? Вот здесь. О, она даже стала меньше места занимать. Великолепно. И вот с этой надо что-то решать. Это Гигантея Альба. Ну, тут, в принципе, корни еще не толкаются, но мох уже засолился. Когда она приехала ко мне? 8-й месяц 24 года. Ну, чуть больше года назад, да? И корней было немного, но вот они здесь. Она еще даже не просохла. Боже, уже неделю растюха здесь растет и никак. И видите, вот первый признак того, что что-то вот с грунтом не то, девочки, это вот она выпускает корень, и она его закукливает. Я вот думаю, может тоже рискнуть и гигантею посадить в плагрон. Или это будет слишком рисковое занятие. Вообще гигантеи просто не любят, когда их там что-то шебуршат в корнях. Вот здесь корень. Когда просохнет, будет явно видно корни. Вот корень. Вот этот лист прям достижение. Видите? Вот этот у меня вырос, насколько я помню. И вот еще один начал расти. Но гигантея это, конечно, особый случай. Я вот все на нее смотрю, но я вспоминаю видео с каналов архаманов, там, где они рассказывают про гигантеи. И они говорят, что в крайнем случае ее пересаживать. Не думаю, что сейчас этот случай наступил. Думаю, что она еще может потерпеть. Девочки, сегодня отправила 2 среза хоечек в Днепр. Я уже, знаете, так думаю, ой, девчонки уже не интересуются ни хоями. Все в этом сейчас, в этих коммунальных проблемах. Так, лист еще жив у Shiny Girl. Из 2, которые мне подарили, спасибо большое, Елена. Одну я передала, вторая вот здесь у меня прям под лампой развивается. Так что вот так. Думаю насчет этой. Скорее всего, эта, девочки, пойдет у меня все же в кору и мох. Тем более цветонос появился, да? Не будем искушать судьбу. Вот здесь у нее на старом цветоносе активность. Это метушный Гигант Драгон Свити. Красивый очень гибрид. Очень интересный. Живет у меня на лоджии. Там тоже такая полутень. Здесь бы где-то его пристроить. Я вот это не люблю вторым рядом. Куда вот? Куда? Хоть бери вот тут какую-то полку, делай, еще сверху ставь. Это, конечно, исключено. Ой, так я не дошла до полива этой этажерки, потому что все же прохладно. 17 числа должны уже подключать отопление, не знаю. Не знаю, жду ли я его.
Я понимаю, что если оно будет такое, как положено, то здесь сразу все станет сухое и не такое веселое и зеленое. Но в любом случае отопление надо. В любом случае. Ну вот, цветоносики развиваются. Так, ждем. Уже вот пару минут должны включить свет. Ну, пока я тогда отодвигаю пересадку этого красавца, девочки. Потому что все-таки, да, мне в последний момент показалось, что вот какая-то вот, опять-таки, интуиция, что с такими красивыми, классными корнями лучше будет в галтованной коре с кусочками мха, правда? Кстати, давайте посмотрим, как недавно наш горизонт пересаженный себя чувствует. Давайте. Мне самой интересно, что он там. Ну, корни сейчас тут просохшие. Он все еще держит эти свои несчастные 4 бутона. Есть ли корневой рост? Ну, я думаю, что да. Хотя явно я не вижу. Ну вот-вот уже скоро будем поливаться. Видите, ну еще испарина есть. Но корешки уже с сухим веломеном. Ну вот сейчас главное не перестараться, не переборщить, потому что все-таки 19 градусов, нет освещения, они сейчас в анабиозе, не развиваются. Так, кто у меня еще здесь недавно был пересажен? Здесь, наверное, никто. Здесь я вчера показывала. Уже так и не вспомнишь. Вот этот, да, пересаживался недавно. А кто это? Как всегда, не подписан. Но он с 2 цветоносами. Видите, он 1 и 2 в закрытой системе. Вот видите, как хорошо. Галтованная кора. Кто ты, воин? Боже мой. Даже не знаю, кто это. Что не было бирки лишней, чтобы подписать. Но он пошел. Здесь он прям с удовольствием пошел растить. И цветоносы, и листья, и корешки. Видите? Заактивничал. И вроде как такая, знаете, не сказать, что сухая посадка, но так. И не влажно, хотя посмотрите, манка. Вот какого она, да? Воды немножко наливала. И все равно, значит, там еще очень даже влажненько. Новые корни от шеи. Все замечательно. Я тебя роняла. Ты кто-то очень красивый, очень классный. И я помню, что уронила и листик повредила. Но я, когда расцветет, обязательно подпишу. Обязательно. Так. Ух ты, боже, какая красота. В общем, покажу вам такой общий план уже со светом. Все так же цветет и ароматит моя талумния. Умничка. И я вам скажу, что... Ой, по-моему, вот здесь, вот это тоже, по-моему, цветонос, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Видите, вот там такая палочка. Возможно, это тоже зацветет. Так, теперь, значит, я сейчас буду заниматься своими делами по хозяйству. Смотрите, у меня очередной букет на Виолацеи Ред. У нас будет продолжаться аромат. Вот так она цветет. 1-2 цветочка. В общем, девочки, вот здесь цветоносы формируются. Ну, сейчас до 10, нет, до 8, до 20:00 цветочки немножечко получат живительного, бодрящего солнышка. Ну вот, мы пересадили, поставила сюда, буду наблюдать. Смотрите, кристальный водопад тоже выдал цветонос. Замечательно. Очень красивый лист растит. Знаете, кто это? Это классная орхидея такая. Она уже подсохшая. Называется она Розетта. Смотрите, какой у нее лист. Да? Если его обтереть,
Вот такой вот с розовым. И она красивенько цветет. В прошлом году она у меня цвела. Так, все, впитываем солнышко за целый день. Первое включение. Ну, с утра там пару часов, я вам говорила. И сейчас. Все счастливы. И особенно счастлива мать вот этого дитя. Видите? 2 цветоноса на детке. Это просто нечто. Это вот это MSH Шиллериана дала цветонос. Я вам рассказывала в начале осени. Я тоже раскатала губу на то, что она сейчас мне тут как зацветет, как в прошлом году. А она мне вот такую малечу растит. Представляете? Я не знаю, что лучше и что красивше. И тут малеча выдает 2 цветоноса. Вы такое видели? Я в шоке. Я в шоке. А у остальных не знаю. Есть цветоносы, нет цветоносов. Это прям загадка. Вот еще в плагрончике детки растут. Ха-ха. Так, надеюсь, что все будет со всеми хорошо. Вот моя кокосовая орхидея тут развивается. Ой, что-то я сильно, девочки, приблизила. Прям вообще. Такие 2 бульбочки растит. Корни серви мы с вами вытряхивали, спасали. Так я ее просто в кору обложила коринками. Посмотрим. Надеюсь, что все у нее будет хорошо. Так, всем обнимашки. Бегу включать стиральную машину. О, смотрите, цветонос тоже вот поднимается. Видите? Не знаю, какое цветение в этом году будет из-за отсутствия электричества. Ой, новый корень. Класс. Класс. Ну, посмотрим. Посмотрим, как тогда будет. Надеюсь, что все выживем. Так, здесь что-то лист какой-то желтый прям. Не, ну или такая зелень молодая. Непонятно. Новый лист такой интересный идет с желтизной. Ну все, не будем им мешать вырабатывать полезные вещества на искусственном солнышке. Вот это вот, конечно, не очень у меня себя чувствует, но надеюсь, что все будет с ней хорошо. Все, обнимашки, пока-пока.